4 года назад мы выпустили подробный ролик о ВИЧ и СПИДе. Получился прямо настоящий гайд, как ВИЧ возник, как стал серьезной болезнью, угрожающей человечеству, какие вокруг вируса существуют мифы. Ролик до сих пор актуален, если не видели, посмотрите. Но за последние годы в России произошло много изменений. Война началась, в бюджете стали заканчиваться деньги. Поэтому сегодня мы снова поговорим о ВИЧ и о том, как государство совмещает эпидемию и войну. Сразу скажем, способы эффективно решить проблему ВИЧ есть. Тут велосипед изобретать не надо. ВИЧ – проблема для человечества достаточно давняя. Все ошибки здесь уже совершены, все варианты опробованы, методы, которые приносят результат, известны. ВОЗ регулярно выпускает рекомендации, в научных журналах выходят результаты новейших исследований. Нужно просто применить это все на практике. Рекомендации ВОЗ начинаются с профилактики. И тут есть несколько аспектов. Рассмотрим их по порядку. Во-первых, предотвращать передачу вируса сегодня можно с помощью доконтактной профилактики. Устроено это так. Человек принимает таблетки по схеме и с высокой гарантией заразиться просто не сможет. Прошлым летом в этой области вообще произошел прорыв. Испытали препарат со 100% эффективностью. И к тому же для защиты его не надо принимать каждый день. Достаточно одного укола раз в полгода. ВОЗ рекомендует использовать подобные препараты для групп с высокой вероятностью заражения. Например, для партнеров ВИЧ-положительных людей. Во-вторых, ВОЗ рекомендует сделать доступными презервативы. Это просто обязательный пункт. Вообще, самый недорогой способ снизить вероятность передачи вируса. Иногда 5 граммов латекса могут заменить годы терапии, обследований, а для государства – трат на лекарства и медицинское обслуживание. При этом есть группа, информирование которой воспринимается особенно чувствительно – это подростки. Ведь в массовом сознании между защитой детей от ВИЧ и защитой детей от информации от ВИЧ нередко становится знак равно. ВОЗ же подчеркивает, тинейджеры должны иметь доступ к информации о том, как презервативы защищают от ВИЧ, а еще иметь возможность получить презервативы бесплатно и без осуждения. Третий важный аспект профилактики – программа снижения вреда при употреблении наркотиков. Обычно это программы обмена игл и шприцов. Но, пожалуй, один из самых важных пунктов, если не важнейший вообще, это просвещение. Граждан нужно постоянно информировать о том, как передается ВИЧ и как от него защититься, рассказывать о мифах, связанных с вирусом, и развенчивать их. И очень важно вести диалог с детьми и подростками. Вся эта работа в России почти не ведется. В нашей стране нет бесплатной доконтактной профилактики. Максимум, что может сделать врач – проконсультировать пациента и порекомендовать ему препараты. При этом некоторые из этих препаратов стоят дорого, а часть не лицензирована в России. В итоге люди из групп риска крайне часто не имеют доступа к этому способу защиты. Нет в России и нормальной программы снижения вреда. Доступные иглы и шприцы для наркопотребителей тревожат чиновников. И время от времени какой-нибудь министр или депутат заявляет, что это все безнравственно и аморально, а значит, надо непременно запретить. Общественные организации, которые делают за государство его работу, бьют по рукам. Например, фонд Андрея Рылькова, который в Москве финансировал программу снижения вреда, признали иностранным агентом. С просвещением совсем плохо. Государство сосредоточилось на традиционных ценностях, и поэтому часто гражданам рекомендуют для защиты от ВИЧ целомудрие и супружескую верность. Казалось бы, идея отличная, да и наука подтверждает. Воздержание – лучшая профилактика передачи вируса. Но как государственная стратегия это не работает ни у нас, ни в какой-либо другой стране. Люди занимаются сексом, не спрашивая государства. Даже в СССР им занимались. И современное общество это не осуждает. Такова реальность. Еще хуже дело обстоит с просвещением подростков. Сейчас вообще трудно представить педагога, который возьмет на себя ответственность в присутствии школьников сказать слово «секс» или тем более «презерватив». Ведь это все информация, причиняющая вред здоровью и развитию детей. Про бесплатный доступ к предохранению и говорить нечего. Сквозь землю провалится сразу. Это вообще очень большая тема, и у многих из нас в голове есть предубеждение относительно того, что, когда и как можно рассказывать подростку. Я просто скажу, что есть исследования, которые подтверждают, если школьникам профессионально и объективно объяснить, как не заразиться ВИЧ и обеспечить им бесплатный и свободный доступ к презервативам, это не заставит подростков раньше или больше интересоваться сексом. А вот число заражений ВИЧ уменьшится.
Следующий этап в системе борьбы с ВИЧ – это тестирование. Оно должно быть доступным, добровольным и конфиденциальным. В России пройти тест в поликлиниках и медцентрах действительно сравнительно легко. Если вам нужна справка об отсутствии ВИЧ-инфекции, необходимо предъявить паспорт. Но если справка не нужна, можно прийти без документов и все сделать анонимно. Но любое тестирование в медицинских учреждениях может быть некомфортно пациентам. Кто-то боится, что о диагнозе узнают на работе или среди знакомых. И такого опасения часто достаточно, чтобы человек решил никакой тест не делать. Для решения этой проблемы ВОЗ рекомендует шире использовать самотестирование. Внешне это почти такой же тест, как тот, что используется для определения беременности. Отличается алгоритм действий. Нужно провести по Десне, и уже через 20 минут получите результат. Точность очень высока, настолько, что отрицательные тесты не нуждаются в перепроверке, а положительные подтверждаются более чем в 99% случаев. Фактически, такие тесты ВОЗ рекомендует распространять как увлеченный отдел маркетинга сувенирку. Раздавать в клиниках, церквях и мечетях, на рабочих местах, в магазинах ставить аппараты для продажи или бесплатной выдачи, а если есть ресурсы, можно и по домам пройтись, от двери до двери и всем выдавать тест. Тем, кто согласен, вручить побольше, пусть друзьям раздадут. В России такие тесты продаются, но ни о какой масштабной программе их распространения и использования в домашних условиях не идет и речи, что неизбежно снижает охваты. Еще у тестирования есть такой аспект. Некоторые группы, которые имеют повышенные шансы заразиться, нужно тестировать по возможности чаще других. Это партнеры людей, у которых уже диагностирован ВИЧ, секс-работники, мужчины, которые занимаются сексом с мужчинами. Есть и менее очевидные группы риска, например, военные. Множество исследований указывают, что даже в мирное время число носителей ВИЧ среди военных в 2-5 раз больше, чем число носителей в обществе в среднем. Для них ВОЗ рекомендует создавать целевые программы тестирования. В России же охваты достигаются не за счет уязвимых групп. Специалисты говорят, что медицинская система чаще всего тестирует тех, до кого может дотянуться. В рамках любой госпитализации тестирование на ВИЧ проводится обязательно, и бабушек, которые ложатся в больницу несколько раз в год, будут обследовать чаще, чем любого представителя групп риска. А еще в России есть закон, фактически поставивший вне закона людей, которые занимаются неправильным с точки зрения государства сексом. И этим людям сложно сообщить врачу об этом важном обстоятельстве. В итоге отличные отчеты пишутся, формальный охват тестированием растет, но к реальной борьбе с ВИЧ это имеет мало отношения. Следующий этап борьбы с ВИЧ – это лечение. Оно должно предоставляться всем носителям вируса с любой стадией и с любыми сопутствующими заболеваниями. Сегодня ВИЧ уже не такая страшная и неведомая чума, как 40 лет назад. Теперь человек, живущий с этим диагнозом и получающий терапию, ничем существенно не отличается от человека, который ВИЧ не заражен. Первое, чего добиваются с помощью терапии, снижают вирусную нагрузку до неопределяемой. Это значит, что тест у пациента на терапии будет отрицательным. Передача вируса от такого человека становится практически невозможной. Настолько, что если он захочет завести ребенка, тот родится здоровым, и пациент может рассчитывать на нормальную продолжительность жизни и прожить до самой старости. В России все люди с ВИЧ имеют право на бесплатную терапию. Чтобы ее получить, нужно обратиться в спеццентр своего региона, а если там будут накладки, можно связаться с профильными НКО. Это в самом деле отличная новость. Но есть и плохая. Право на бесплатный доступ к препаратам часто нарушается. Для регионов это обыденность. Лекарства заканчиваются, новую партию нужно ждать, а пациенты ждать не могут. Терапию нельзя прерывать. Каждая такая пауза может спровоцировать развитие вируса. А еще в России экономят деньги на закупки современных препаратов. Они обычно самые дорогие. Нужны такие не всем пациентам, а лишь некоторым, но обойтись без них крайне сложно. Отдельный косяк российской системы борьбы с ВИЧ – это стигма. Стигма самих людей, живущих с ВИЧ и уязвимых групп. Стигма – это когда врач отказывается помогать пациенту с ВИЧ. Когда семья просит не приходить на общий праздник. Когда в поликлинике раскрывают твой ВИЧ-статус посторонним людям. Когда увольняют за ВИЧ-статус. Когда врач отговаривает иметь детей. Стигма возникает из-за страха и невежества. И это одна из основных причин, почему с ВИЧ так трудно жить. Из-за стигмы люди, у которых есть вирус,
часто оказываются в социальной изоляции и под давлением, испытывают стресс и дискомфорт. И это одна из ключевых причин, почему люди вообще могут не захотеть проверяться. Конечно, это проблема не только нашей страны. Но в России, где государство не справляется с просвещением, где мифы и фобии, связанные с ВИЧ, очень распространены, а власть упорно делает не то, что эффективно в борьбе с вирусом, а то, что созвучно с голосами в головах чиновников, в России проблема стигмы особенно остра. Теперь давайте посмотрим, как со всей этой системой, которая пытается контролировать эпидемию ВИЧ в России, сочетается реальность с последних лет – война. И тут хороших новостей не будет. До войны и в ее первые месяцы российская армия еще могла делать вид, что ВИЧ не ее проблема. Призывник с диагнозом ВИЧ сразу получал категорию D, негоден к военной службе, и предполагалось, что носителей вируса в армии как бы нет. Впервые вопрос ВИЧ и гепатита в армии громко зазвучал, когда туда стали массово вербовать заключенных, среди которых очень много носителей, вплоть до 10%. Евгений Пригожин тогда высказался на эту тему со своей фирменной откровенностью. Всех, кого я отправляю воевать на Украину, я тщательно обследую согласно существующим стандартам. В российском законодательстве нет ограничений для больных гепатитом С или ВИЧ-инфекцией. Если в каких-то странах есть и такие ограничения, то сообщите, пожалуйста, об этом, и заключенные, больные гепатитом и ВИЧ, воевать в эти страны не придут. Мы с уважением относимся к локальным законодательствам. Не вижу ничего аморального, если солдаты, носители гепатита С и ВИЧ, будут убивать других солдат, не имея информации, были ли те при жизни носителями каких-либо вирусов. Во время мобилизации Министерство обороны вроде бы подтвердило старые правила. С ВИЧ в армию не возьмут. Но тестирование не стало тогда частью процедуры, да и сейчас, когда основным способом набора на службу стал контракт за бешеные миллионы, никому дела нет до ВИЧ-статуса людей, которых фактически набирают для того, чтобы быстро погибнуть в штурме. Тут повторюсь, если учесть мировой опыт, военные – одна из групп риска. Среди них процент носителей ВИЧ даже в мирное время может в 2 и в 5 раз превышать процент носителей в обществе в среднем. А во время войны это превышение может быть и в 50 раз. И вполне понятно почему. Сотни тысяч мужчин месяцами, а кто и годами торчат в окопах. Им некомфортно и страшно, многим больно, они злятся и испытывают стресс. Они регулярно видят, как умирают люди, и не уверены, будут ли живы сами завтра. А еще у них есть деньги. Много денег. И они хотят снять стресс. В паблик регулярно попадают сообщения об алкоголе и наркотиках в воюющих частях. Это там обычное дело. У Верстки недавно вышел подробный материал, как там обстоит дело с проституцией. Не вдаваясь в подробности, скажем, что секс-услуги вполне доступны. Боятся ли эти люди заразиться ВИЧ? Принимают ли все меры предосторожности, чтобы исключить риск передачи вируса? За каждого не скажешь, конечно, но, скорее всего, если мужчине завтра в штурм, гипотетическое заражение ВИЧ его вряд ли испугает. Разумеется, на войне никто не занимается ни профилактикой, ни тестированием, ни тем более лечением носителей вируса. Те солдаты, которые знают о своем статусе, мотивированы скрывать его, ведь стигматизация ВИЧ в армии сильнее, чем на гражданке. Эксперты отмечают, ситуация складывается крайне неблагоприятная, ведь так вирус будет распространяться среди военных, которые потом привезут его домой. Сегодня ролик был в основном о том, какой должна быть государственная система борьбы с ВИЧ и что поломано в этом смысле в России. Все как обычно. Государство экономит на медицине, выбирает традиционные ценности, а не человеческую жизнь. Ну и война тоже делает только хуже. Но, к счастью, мы можем закончить не на этом. Не на том, что государство россиян от ВИЧ не спасет, а на том, что индивидуальные стратегии выживания в России по-прежнему работают, а еще, что российские НКО отлично помогают. Государство не раздаст вам тесты на ВИЧ на выходе из метро, не позаботится, чтобы вам было комфортно сдавать анализы в поликлинике. Но вы сами можете преодолеть этот порог и самостоятельно купить тест или сдавать кровь анонимно. Вы можете спасти себя сами индивидуально. И здесь самое важное – узнать свой статус. Сдать тест, если попали в ситуацию повышенного риска, или если давно не тестировались, или просто для спокойствия. Если ваш статус ВИЧ положительный, найдите врача, которому сможете доверять. Обратитесь в местный центр СПИД и обязательно запускайте назначенную врачом терапию. Пожалуйста, не опускайте руки. Добивайтесь соблюдения законов.
Если вам не выдали лекарства, обращайтесь к юристам. Будьте корректны, но не старайтесь быть удобными. И не отказывайтесь от лечения. Представляете, не так давно пациенты с ВИЧ вообще не имели такой возможности, а у вас она есть. Вы можете жить долго и счастливо, контролируя свой вирус. Построить карьеру, семью, не отказывать себе в полноценной жизни. Не пытайтесь потянуть все в одиночку. Обратитесь за поддержкой, личной и профессиональной. Например, позвоните в спеццентр, там люди знают, чем помочь. И, наконец, сами позаботьтесь о просвещении, своем и своих детей. Почитайте про мифы относительно ВИЧ, расскажите о них детям. Будьте здоровы и в безопасности. До завтра.